Друзья, приветствую всех, кто изучает русский язык с каналом Русторис. С вами снова Андрей, и сегодня я прочитаю для вас рассказ от лица русской девушки, которая неожиданно для себя столкнулась с японской мафией. Давайте узнаем подробности из ее рассказа. Итак, поехали. Первые 2 года своей учебы в Японии я жила в студенческих общежитиях. Но сроки проживания там ограничены. Так что со временем пришлось мне искать себе квартиру. Недалеко от нашего университета есть станция А. Место удобное, но ходят слухи, что там водится японская мафия, то есть якудза. Я девушка осторожная, так что решила искать квартиру где угодно, только не на станции А. И вот, нашла подходящий вариант недалеко от станции метро Б. Еще подумала, что хоть это Б и соседняя с А, но все же это другая станция. В общем, я переехала. Дом был симпатичный, но вполне себе простой. Все квартирки однокомнатные, как раз для студентов и аспирантов. И при этом регулярно по вечерам у нас вдоль дороги куча черных мерседесов выстраивалась. Я такая наивная, думаю, надо же, на жилье народ экономит, а на машины-то денег не жаль. Забавно было и то, что номера этих мерсов тоже все были хитрые. Сейчас я уже не помню, но сочетание цифр были обязательно с закономерностями. А еще на входе в наш подъезд вечно болтали по мобильникам парни в черных костюмах, надетых прямо на футболке. И выражения лиц у парней были очень неприветливые. Но я же верила, что у нас тут безопасный район. Поэтому думала, что эти парни завсегдатаи соседнего с нашим домом лапшичного ресторанчика. И вот как-то ко мне приехала подруга-японка. Она зыркнула по сторонам и тут же оценила ситуацию. «Тань, а ведь ты тут рядом с мафией живешь». И все связалось в моей наивной голове. И мерседесы в огромном количестве, и неприветливые парни в пиджаках, и даже камера наблюдения, направленная на дорогу. Рядом с лапшичным ресторанчиком неприметная дверь была. Это и был вход в офис якудзы. А хозяин офиса, главный мафиози, был очень интеллигентный и чистоплотный. Он каждое утро мыл тротуар перед своей конторой. Мыл средством для мытья посуды. «Кровь отмывает», убеждала меня японская подруга. Завидев меня, мафиози всегда весело здоровался. «Харо», типа «hello». Я ему вежливо по-японски отвечала. Соседи все-таки. Иногда мафиози со мной беседовал. Например, как-то выдал ни с того ни с сего, что он регулярно видит меня в таком-то районе. Мол, работаешь там, что ли?
А я действительно там уроки русского вела. И хоть сама я никого подозрительного вокруг не замечала, оказывается, они меня прекрасно видели. Или вот еще был случай. Поехала я однажды на такси. Объясняю водителю, куда меня везти. А он мне: туда, где контора якудзы, что ли? Так, по ходу дела оказалось, что этот офис – место среди японцев известное. Подружки-японки мне сказали, что якудза не пакостит у себя под носом и никогда не обижает простых соседей. Мол, можешь спать спокойно. Даже более того, никто в ваш дом и не полезет. Как-то мой парень остановил машину прямо перед моим домом. А у якудзы в тот день очередная сходка была. Мерседесов опять понаехало. И вот, выходим мы из квартиры, а на лобовом стекле у нас маленькая записочка. Мол, тут у нас не парковка. Вот так вот вежливо нам дали понять, что мы заняли якудзино место. Все когда-то заканчивается. Пришло и мне время переезжать. Я девушка вежливая, специально подошла к мафиози, а он опять тротуар мыл. Говорю, что все, уезжаю от вас. Он меня поздравил, и на этом мое общение с японской якудзой закончилось. В итоге я прожила в том доме около 6 лет. Забавно получилось, что то, чего я больше всего боялась, в то и вляпалась. А ведь при поиске квартиры именно о мафиози больше всего переживала. А в результате оказалась прямо у якудзы под крылом. Друзья, вот такой рассказ. Как говорится, хорошо все то, что хорошо кончается. Надеюсь, что рассказ вам понравился. Как всегда, жду ваших отзывов и комментариев. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!